Когда мы выбираем для себя работу, то в первую очередь хотим, чтобы за нее много платили. Хотя не менее важно для нас, чтобы она имела смысл. Ведь нам нравится чувствовать себя значимыми в этом мире. Но как разобраться, какая работа будет подходящей и значимой для нас? Существует 3 вещи, которые придают работе смысл. Во-первых, конечно же, значимая работа должна принимать в расчет наши таланты. Поэтому для разных людей подходит разная работа, которая созвучна с их глубинными потребностями. Ведь кто-то будет видеть смысл, выпекая хлеб, другие будут чувствовать себя значимыми, занимаясь разработкой программ, а кто-то будет испытывать удовлетворение от того, что инвестирует деньги или обучает детей иностранному языку. Во-вторых, значимая работа – это та, которая в некоторой степени помогает другим, решает какие-то проблемы общества или всего человечества. Это то, о чем мы говорили в видео о смысле жизни, что только служа человечеству, даже на самом маленьком уровне, мы получаем удовлетворение от жизни. И в-третьих, мы будем чувствовать свою работу значимой, когда, выполняя каждый день даже самые рутинные занятия, мы будем интуитивно ощущать влияние своей работы на окружающий мир. Вроде бы все предельно просто и понятно. Но почему же тогда нам так сложно найти значимую работу? Почему мы беремся за ту деятельность, которая приносит нам деньги, но при этом не приносит удовлетворения? Тут можно выделить 3 основные причины. Во-первых, потому что нам очень трудно определить наши истинные интересы за то время, которое у нас есть, прежде чем мы начнем оплачивать счета. Ведь наши интересы не проявляются спонтанно. Они требуют, чтобы мы терпеливо анализировали себя, опробовали ряд вариантов, чтобы увидеть, что лучше всего нам подходит. К сожалению, школа, университет, да и все общество в целом не придают особого значения этому важному этапу формирования личности. Они не стремятся помочь нам найти свою подлинную идентичность. Намного больше внимания уделяется просто подготовке к любой работе, чем изначальному выяснению, подходит ли вообще такая работа лично для нас. Но, к сожалению, этот серьезный пробел в образовании влияет не только на отдельных людей, но и на экономику в целом, потому что люди всегда будут работать лучше и усерднее, когда они заняты тем, что созвучно с их внутренним «я». Во-вторых, многие рабочие места относительно бессмысленны, потому что в нынешней экономической ситуации вполне возможно получать прибыль, продавая людям вещи, которые на самом деле никому не нужны. Реклама манипулирует нашими чувствами и эмоциями, заставляя нас потерять бдительность и забыть, что действительно будет приносить нам удовольствие в долгосрочной перспективе, а что просто бесполезно. И многие предприниматели выстраивают бизнес на вот таких пустышках, не задумываясь, что ни они сами, ни люди, которые будут работать на них, не будут чувствовать себя значимыми, осознавая, что все, чем они занимаются целыми днями, это, по сути, просто продают мусор. А потому гордиться тут нечем. Но мы продолжаем просто делать это, сцепив зубы, понимая, что нам нужно где-то зарабатывать деньги, чтобы прокормить свою семью. Только, как вы понимаете, это ведет лишь к депрессиям, нервным срывам и прочим расстройствам психики. В-третьих, иногда мы попросту не понимаем значимость своей работы. Например, в очень больших корпорациях, которые разделены на несколько континентов,
цель работы каждого сотрудника просто теряется. Его будни заполняются бесконечными собраниями, напоминаниями, конференц-звонками, но конечной цели он не видит, а потому считает свой труд абсолютно бессмысленным. Так что неудивительно, что люди, работающие в крупных организациях, часто мечтают о том, чтобы бросить все это и найти работу с более осязаемым ощущением конечного результата. Например, управление мини-гостиницей типа B&B или садоводческой фирмой, когда ты видишь не только то, как растут твои деревья, но и как на них поспевают яблоки, которые потом будут радовать своим вкусом, ароматом и пользой людей, которые купят их в магазине. Проще говоря, масштабы современных предприятий лишили многих своих сотрудников смысла их работы, а значит отчасти и смысла их существования. К счастью, все эти проблемы прямо указывают нам путь к решению. Что мы можем начать делать, чтобы сделать работу более значимой для людей? Первое. Уделять гораздо больше внимания тому, чтобы помогать людям найти свое призвание, их подлинную сущность, посредством карьерной психотерапии, расширения возможностей стажировки и изменения в школьных и университетских программах, чтобы позволить учащимся начать анализировать свою идентичность и способности с самого начала, с самого раннего возраста. Во-вторых, чем больше мы как клиенты будем поддерживать предприятия, занятые осмысленной работой, тем больше будет значимых рабочих мест. Потребители имеют огромную власть над тем, что будут делать производители. Повышая качество нашего спроса, мы увеличиваем количество рабочих мест, которые могут удовлетворить более глубокие потребности человечества. В огромных компаниях, где значимость конечных сотрудников попросту теряется, нужно объяснять людям смысл их работы. Например, компания, в которой работала я, в рамках обучения сотрудников кайдзену начала проводить экскурсии на производство. И экономисты, бухгалтеры, логисты, которые десятилетиями сидели на своих местах и видели только бумажные или электронные документы, наконец-то смогли осознать, чем они занимаются и какую пользу приносят обществу. Также они развесили в каждом кабинете и в коридорах таблички и плакаты с миссией компании, чтобы каждый человек в любой момент мог прочесть это и вспомнить, чем он здесь занимается. То есть даже огромным транснациональным корпорациям с 10 тысячами сотрудников необходимо придать своей работе некую интимность того же B&B отеля или фруктового сада, где каждый видит свое место в этом гигантском механизме. Для человека найти значимую работу не роскошь, а жизненно важная необходимость, потому что это решает величайшие проблемы современной экономики и политики. Ведь от того, насколько хорошо и усердно люди будут работать, зависит успех и процветание нашего общества.